Xiaomi Mi 11 Ultra против iPhone 12 Pro Max. Бойцы встретятся лицом к лицу. Большие камеры, огромные тела и немаленькие ценники. Здорово, YouTube! Xiaomi Mi 11 Ultra или iPhone 12 Pro Max. Выбрать один из этих супердорогих, роскошных флагманских телефона – чертовски сложная задача. Всем нам хочется обладать самым навороченным и современным смартфоном. В этом видео попробуем разобраться, кто из них круче. Поехали! iPhone 12 Pro Max прибыл 13 ноября 2020 года по цене от $1100 за 128 гигабайт хранилища. Вам нужно будет потратить $1200, чтобы удвоить объем хранилища до 256 гигабайт и $1400 для 512 гигабайт. По сравнению с другими супертелефонами, такими как iPhone 12 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra немного грубоват и громоздок. Это может показаться очень странным заявлением, когда вы впервые увидите его пышный дисплей и керамическую заднюю панель. Смартфон довольно крутой с разных сторон, но главная проблема, откровенно говоря, большой модуль камеры, который по сути съедает всю верхнюю треть задней части телефона. Модуль значительно выступает, увеличивая толщину корпуса 8,4 мм до отметки в 10 мм. Телефон трудно помещается в некоторые карманы брюк, и иногда его приходится носить в рюкзаке. Не то чтобы iPhone 12 Pro Max был именно тем, чтобы его назвать гибким. Он, конечно, на несколько миллиметров короче, но при этом немного шире, чем Xiaomi Mi 11 Ultra. Оба смартфона необычайно тяжелые. iPhone 12 Pro Max весит 228 грамм, а Xiaomi Mi 11 Ultra 234 грамма. Однако помимо размеров у iPhone 12 Pro Max гораздо более продуманный дизайн, чем у конкурента. Он по-прежнему выделяется своими идеально плоскими гранями. И хотя модуль камеры более заметен, чем в любом предыдущем iPhone, он не выпирает ни в коей степени, как у Mi 11 Ultra. В то время Xiaomi имеет керамическую заднюю часть, а iPhone имеет керамический экран спереди. Это имя Apple дает своему новому упрочненному материалу экрана, который якобы в 4 раза прочнее, чем у конкурентов. Хотя оба телефона имеют рейтинг защиты IP68, Apple делает все возможное, обеспечивая водонепроницаемость до 6 метров вместо обычных 1,5. Что касаемо дизайна, тут все сугубо индивидуально. И тем не менее, я отдам предпочтение Mi 11 Ultra. Он посвежее, что ли, поинтереснее. Пожалуй, самым большим преимуществом Xiaomi Mi 11 Ultra является его дисплей. Это AMOLED 6,81 дюйма с разрешением 1440 на 3200 с частотой обновления при этом 120 Гц. Является одним из лучших в отрасли. В отличие от 6,7 дюймового Super Retina XDR OLED в iPhone 12, который по-прежнему очень хорош. Но выглядит он как компонент второго уровня. Конечно, точность цветопередачи в телефоне Apple на высоте, но более низкое разрешение 1284 на 2778 и частота обновления всего 60 Гц означают, что его изображение менее резкое и вдвое менее плавное, чем у Xiaomi. Дисплей Mi 11 также становится менее ярче с пиковым значением 1700 нит в очень солнечных условиях. Экран iPhone 12 Pro Max ни в коем случае не позорит себя на своих 1200 нит, но цифры не лгут. Также Mi 11 Ultra включает встроенный датчик отпечатков пальцев. Но, откровенно говоря, это не самый надежный вариант, с которым я когда-либо сталкивался. Система Touch ID от Apple, безусловно, может научить ее кое-чему с точки зрения надежности. Конечно, она больше не является частью настройки iPhone. Вместо этого вам нужно полагаться на Face ID, который спрятан в заметной выемке. Это остается очень быстрым и безопасным методом биометрической аутентификации, хотя несколько и несовершенным в наше время ношения масок. Возвращаясь к теме экранных технологий, Mi 11 Ultra включает в себя интригующий дополнительный 1-дюймовый дисплей на задней панели устройства. При регулярном использовании он функционирует как постоянно включенный дисплей, показывает время и уровень заряда батареи. Он также может действовать как видоискатель камеры, превращая впечатляющую основную камеру телефона в лучшую камеру для селфи, если вы можете достаточно прищуриться, чтобы разглядеть свое крошечное подобие.
Как всегда с телефонами этого ценового диапазона, впереди идут передовые системы камер. В Xiaomi Mi 11 Ultra вы получаете один из самых больших датчиков изображения, которых я когда-либо видел в смартфонах. Его размер почти такой же, как у лучших на рынке компактных фотокамер. Xiaomi устояла перед соблазном упаковать пиксели до уровня Samsung. Кстати, Apple также значительно увеличили размер своего основного сенсора, что на 47% больше, чем у других телефонов iPhone 12. Это означает, что оба этих телефона потребляют много света. Неудивительно, что основные камеры этих смартфонов дают прекрасные результаты, когда дело доходит до детализации и динамического диапазона. Хотя я отдал бы должное цветовой науке Apple. Камера телефона рассчитана на много света, в то время, когда датчик LiDAR помогает очень быстро фиксировать объекты даже при слабом освещении. Действительно, iPhone 12 Pro Max – король сцен с низким освещением, хотя и часто оспариваемый ночной режим Apple – эталон для большей части отрасли. Я небольшой поклонник 48-мегапиксельного сверхширокого сенсора Xiaomi Mi 11 Ultra. На фотографиях, сделанных в этом режиме, заметны искажения по краям. В отличие от этого, сверхширокоугольный 12-мегапиксельный iPhone 12 Pro Max обеспечивает приятные, чистые и сбалансированные снимки. Однако Xiaomi Mi 11 Ultra предлагает гораздо более обширную игру с зумом. С объективом перископа 48 мегапикселей 5x он просто приближается к удаленным объектам. У iPhone 12 Pro Max его эквивалент 12 мегапикселей с увеличением 2,5. Тем не менее, Xiaomi почти портит свою хорошую работу заявлением о 120-кратном увеличении снимков. Конечно, вы можете добиться таких снимков с помощью сильной обрезки, но они выглядят как мусор. Когда дело доходит до селфи-снимков, Xiaomi идет с 20-мегапиксельным модулем, а iPhone 12 с еще одним 12-мегапиксельным. Вероятно, преимущество в качестве изображения за iPhone. Но помните о дополнительном дисплее на Mi 11 Ultra. Это открывает возможность сделать лучшие селфи-снимки. Что же касаемо видео, Xiaomi может снимать 8К со скоростью 24 кадра в секунду, или же 4К со скоростью 60 кадров в секунду, в то время как iPhone может достичь только последнего. Но хотя видео, снятое на Mi 11 Ultra, действительно было очень хорошим, и Apple также продолжает снимать великолепно. В целом, я бы отдал iPhone 12 Pro Max победу в категории камер. Хотя оба телефона могут делать отличные снимки с помощью своих основных камер, iPhone 12 Pro Max является более сбалансированным и универсальным. Заметным исключением являются увеличенные снимки, когда линза перископа Mi 11 Ultra приближает вас к действию. Оба телефона используют лучшие из доступных им начинок, хотя у Apple есть доступ к более быстрому оборудованию. В iPhone 12 Pro Max установлен iOS A14 Bionic, которая работает так же быстро, как сейчас появляются мобильные процессоры. Он может быть подкреплен 6 гигабайтами оперативной памяти, и это буквально вдвое меньше, чем у Xiaomi. Но это скорее отражение жажды памяти Android. И наоборот, Xiaomi Mi 11 Ultra управляется процессором Qualcomm Snapdragon 888, который является стандартом для флагманских телефонов Android в 2021 году. Для сравнения, оба этих телефона будут без проблем выполнять повседневные задачи, а новейшие 3D игры с максимально возможными настройками. Еще больше усложняет ситуацию экран Mi 11 Ultra с частотой обновления экрана 120 Гц, который создает большую нагрузку на его процессор. Относительно дисплея iPhone с частотой 60 Гц на собственном чипе, запуск Geekbench 5 показывает, что iPhone 12 Pro Max набирает 4106 баллов в многоядерном режиме, по сравнению с 3519 у Xiaomi Mi 11 Ultra. Это преимущество от 15 до 20% для устройства Apple. И аналогичный прирост наблюдается с графическим процессором A14. Mi 11 Ultra оснащен массивной батареей емкостью 5000 мАч, что, учитывая такое яркое, резкое и быстрое отображение, очень важно. Несмотря на большой размер этой батареи, вы не получите больше, чем один день использования.
iPhone 12 Pro Max имеет гораздо меньшую батарею на 3687 мАч. Но iOS, как известно, является более энергоэффективной операционной системой. И, конечно, дисплей телефона далеко не такой яркий, четкий и плавный. Поэтому он продержится дольше. Конечно, 5G сильно сказывается на батарее. Но то же самое верно и в отношении Mi 11 Ultra и любой другой телефон с поддержкой 5G на рынке, если на то пошло. Если у iPhone 12 Pro Max есть преимущество в выносливости, то Xiaomi Mi 11 Ultra выигрывает несколько очков, когда дело доходит до подзарядки. Он поставляется в комплекте с впечатляюще быстрым зарядным устройством на 67 Вт, способным полностью заряжать вас всего за полчаса. В iPhone, напротив, нет никаких блоков питания. А когда вы покупаете новый, максимальная скорость, которую он поддерживает, составляет 20 Вт. Xiaomi также поддерживает беспроводную зарядку до 67 Вт, в то время как Apple до 15. Оба этих телефона соответствуют своему флагманскому премиум классу. Но именно iPhone 12 Pro Max кажется лучшей покупкой. Xiaomi же, по-моему, еще немного сыроват. Это ни в коем случае не односторонняя победа. Яркий плавный дисплей Xiaomi Mi 11 Ultra находится на совершенно другом уровне, в то время как возможности масштабирования его камеры – это определенно премиальная функция, которой не хватает iPhone. Но при таком уровне расходов мы ожидаем всесторонний уровень уравновешенности и компетентности, которым телефон Apple действительно выделяется. Mi 11 Ultra имеет слишком много эксцентричностей, не для его же блага. Какой телефон выбрать, решать только вам. Я все равно бы попробовал Mi 11 Ultra. Да пребудут с вами инновации!